Всем привет! Сегодня хочу поделиться своим законченным скетчбуком. Я сама очень люблю смотреть такие видео, поэтому решила поделиться своим. Это, понятное дело, обычный альбом, но сейчас все, где рисуется, все, что там на склейке, прошивки, все называется скетчбуком, поэтому я хочу им поделиться. Он был куплен достаточно давно, уже больше, чем полгода назад, даже, наверное, практически год назад на самом деле, если так подумать. И он полностью выполнил свою функцию, то есть он заполнен всего процентов на 90, но уже я не хочу к нему обращаться, потому что я сейчас практически все свои рисунки оцифровываю, а эта штука не залазит в сканер или получается, в общем, неудобно, потому что наполовину все, ну, в общем, неудобно мне с ним больше общаться, тем более, что он был куплен только из-за формата. Мне в какое-то время очень понравился квадрат. Это так мне казалось прикольно. Я просто взяла исключительно из-за формата. Я даже не смотрела, какая тут плотность, сколько листов, какое качество листов, в общем, так просто взяла и все. Это было такое начало моего возвращения в рисование, поэтому просто вот захотелось. И плюс мне понравилась картинка, и как раз появилась мысль о том, что хочу ботаническую акварель осваивать. Я ее не особо освоила, но что-то я начала. Я сейчас перешла в другую сферу, больше по архитектуре заниматься. Но все, давайте листать, потому что, в принципе, это самое интересное. Итак, скетчбук начинается с вот этого самого подсолнуха, который я увидела у кого-то в Инстаграме. Мне как раз появилась мысль о том, что я хочу рисовать цветы. И вот как раз первый его и изобразила. Плюс я хотела отказаться от графики, ну то есть без черной обводки это делать, потому что у меня всегда она лезет. И только акварелью попробовать все это делать. И мне кажется, неплохо получилось, хотя листочки у меня не очень. В итоге скажу, что листочки я так толком не научилась делать. Не знаю, что-то у меня именно с детализацией вообще не получается. Вот эта веточка хлопка у меня с какого-то марафона. По-моему, он так и называется. Цветы, цветочный марафон, что-то такое. Ну, в общем, мне очень понравилась вот эта тематика. В принципе, мне показалось еще, что я достаточно удачно все это изобразила. Так живописненько получилось. Ну, в общем, я была довольна. Следующее в том же марафоне был вот этот кактус, который на самом деле отвратительный. Мне он вообще не нравится. Единственное, что мне более-менее, это вот эти цветочки сам по себе, не знаю, как-то не задалось у меня с этим кактусом. Что-то мне не понравилась вообще эта тематика. Но как бы цветы неплохие. Тот же самый марафон. Там нужно было розу одну изобразить. Я почему-то решила вот так вот. И здесь я окончательно поняла, что, конечно, детализация в ботанической акварели, которая, в принципе, очень сильно нужна, вообще не про меня. То есть здесь я, по-моему, пыталась как-то найти еще какой-то смысл во всех этих лепесточках, то в остальных я уже так ляпала, как получится. И что-то получалось. Вот здесь бутончик неплохой, вот здесь. То есть местами симпатично. Вот это, кстати, красиво получился. Листики здесь лучше получились, чем в предыдущем. Но так себе, если честно. Повторюсь, детали не мое. Я любитель таких крупных мазков, крупных каких-то вещей. Тот же самый марафон, то же самое. Но, кстати, автор, который показывал этот рисунок, делал это на хлопковой бумаге, мокрым способом. Я это дело, понятное дело, делала обычным способом, потому что эта бумага вообще не предназначена. Она, на самом деле, очень сильно искажается. Я потом покажу, как она сбоку, потому что тут все искривилось. Вот. Ну, в общем, ну так тоже симпатично. Я по-сухому написала. Как бы у автора получилось симпатичнее. У меня тоже неплохо. Мне понравились вот эти штучки, тоже неплохо получились. И сами по себе цветочки тоже, как вы видите, немножко уже получше, поинтереснее они получились. Какого-то опыта я начала набираться. Вот этот цветок, по-моему, он называется... Нет, не вспомню, как он называется. В общем, я его потом еще несколько раз рисовала, мне он очень понравился. У него такие не лепестки, а как листки, такие очень жесткие, проте или что-то такое. Ладно, не буду сейчас врать вам. Вот это мне очень сильно понравилось. Как видите, я все-таки вернулась к графике, потому что сам по себе рисунок не очень симпатичный получился. Я решила его доделать графикой, и очень даже мне понравилось. То есть вот эти лепесточки очень симпатичные. Получились, тень неплохая. Ну, то есть я как раз дотянула его, и мне кажется, очень даже неплохо получилось. Это я рисовала тоже для какого-то марафона. Я в то время увлекалась ими. То есть это был какой-то одноцветный рисунок, по-моему, должен был быть. И
вживую он мне вообще не нравится, но на камере он выглядит гораздо-гораздо лучше, на фотографиях вообще отлично. Такое редко, но бывает. Отчего мне немножко грустно. Я думала, что я его запорола, но получился очень даже ничего. Ну так, ничего особенного, просто вот одноцветный. Ну, вот этот, кстати, мне очень нравится. Это я снимала обзор на палитру и прям старалась очень-очень тонко сделать, даже, видите, какие-то прожилки, в общем, разобранный цветочек с рефлексами, со всеми делами. В общем, я тут старалась детальненько прям проделать. Конечно, до хороших таких прошаренных акварелистов ботанических мне еще далеко, но какие-то детальки я все-таки сделала. Ну, плюс я поняла, что, конечно, чем больше цветок, тем больше деталей можно сделать, тем лучше это все дело, лучше его потом уменьшить, например, если в оцифровке, и получится очень маленький детальный цветочек. Тут я, в общем, начала понимать, что что-то я не совсем правильно делаю. Но этот рисунок абсолютно позорный, я вообще его не люблю, это типа суккулент был, в общем, что-то я для чего-то снимала, мне для чего-то нужен был, и, по-моему, мне как что-то нужно было рассказать в видео. Я сделала этот рисунок, он мне вообще не понравился, даже графика, короче, его не спасла. Вот этот рисунок мне очень нравится, и он один из самых популярных в моем инстаграме, потому что это не мой рисунок, я копировала другого художника. Она, по-моему, кореянка. У меня есть в инстаграме ссылка на прямой источник. То есть я прям брала, то есть у нее не в таком порядке эти цветы, но я брала и копировала эти цветы. Мне очень понравилось, как она, вот она без деталей, этот художник работает без таких вот прям очень тонких деталей, очень просто, но очень красиво у нее цветы получаются. То есть у нее нету такой вот знаете, большого количества цветов. То есть она вот пишет 3-4 цветами, такими оттенками, и все. Ну, получается очень красиво, очень мягкие такие изображения. И как раз вот здесь у меня получилось ее так уловить, ее стиль. Но, кстати, вот дальше этой картинки не пошло. Почему-то никак не могу я ее перенять, манеру. То есть мне понравилось, как она... Ну, я хочу писать цветочки, мне понравилась ее манера, но вот как-то соединить с собой мне никак не получается, чтобы у меня продолжали получаться цветочки. Потому что здесь я тоже что-то, по-моему, желтое хотела, или какую-то я картинку нашла, что мне захотелось что-то такое яркое. И, как видите, здесь я опять-таки спасла этим всем графикой весь этот рисунок. Ну, в принципе, симпатично. На фото, кстати, выглядит гораздо лучше, чем в жизни. В жизни выглядит, ну, такое себе. Хотя вот этот момент красивый получился. Ну, как бы здесь есть отдельные моменты. Вот здесь тоже симпатично получилось. Отдельные моменты симпатичны, но, наверное, да, мне судьба все время с графикой все это соединять. Вот здесь был эксперимент. Я нашла еще одного художника, который мне понравился, который делает тоже графично, очень просто. То есть тут я уже начала эксперименты, поиск того, что мне нравится, что мне подходит. Я тоже там немножечко так покопировала работы другого художника. На самом деле вот здесь у меня вообще не получилось копировать. Я так немножко переняла технику. Ну, тоже не сильно, и тоже мне что-то не очень сильно зашло. Хотя, в принципе, очень симпатично получилось. То есть, ну, тут, опять-таки, есть моменты очень симпатичные. Из этого, кстати, можно сделать какой-нибудь паттерн черно-белый. Вот пион, который тоже в жизни выглядит не очень симпатично, хотя вот этот бутончик очень симпатичный. Вот здесь я прям пыталась какие-то... О, ладно, кого я обманываю? Я пыталась, но ничего не получилось. Но, в принципе, в целом он смотрится хорошо. То есть здесь я вот как раз-таки, видите, не так много цветов использовала. То есть здесь вот светло-розовый, розовый, темный и немножко фиолетовый. То есть постаралась как-то немножко притянуть того корейского художника технику и дополнила вот своим традиционной графикой. В принципе, мне кажется, вот в этом направлении мне надо двигаться, просто я немножко сейчас переключилась на другую тематику, но вот этот пиончик очень даже неплох. И плюс, сколько бы я ни старалась делать что-то яркое, насыщенное, у меня всегда получается притряхнутая пыль. Ну, как будто, вы знаете, все немножечко с серединочкой. Это, кстати, с фотографии в Инстаграме кто-то что-то выставил, и не помню.
Я пыталась сделать что-то такое легкое, быстрое, но эта бумага просто вообще для этого не предназначена. То есть она очень быстро на ней сохнет. То есть если бы было по-влажному все это сделано, я думаю, было бы гораздо лучше. Хотя стаканчик вот хорошо получился. Вот этот, кстати, цветочек, и вот этот симпатичный получился. А вот эти такие разваренные пельмени, конечно. Вот. То есть здесь меня подвела бумага от моей затеи, хотя затея была хороша. И опять-таки, видите, я перестала так перегружать цветом цветочки, они стали немножко лучше. Единственное, что я здесь просто наляпала, почему-то вообще не опираясь на анатомию цветка. Вот эти тюльпаны, они вот из предыдущего, тот, который мне очень сильно понравился, вот, от этого художника, как видите, они немножко похожи. То есть, опять-таки, видите, мало цветов, но они все так хорошо пролепливают форму. Листочки, кстати, вот этот листочек красивый, вот этот завернулся. Ну, то есть потихоньку начинает что-то пролепливаться. Но сейчас я, кстати, опять хочу вернуться в ботаническую акварель для того, чтобы для паттернов рисовать. Вот. Это я, по-моему, на 8 марта рисовала, чтобы проиллюстрировать поздравление с 8 марта. Вот это мое позорище, которое я пыталась сделать. Мне просто стыдно в принципе, за это. Опять-таки, на камере мне кажется, что выглядит гораздо лучше, чем в жизни, но в целом, конечно, это отстой. Все, на этом закончилось. Тут, по-моему, всего пару листочков осталось, но я уже решила не заканчивать, повторюсь, потому что... тут 2 листочка осталось, но все, не хочу. Не хочу заканчивать, потому что я сейчас стараюсь все сканировать, все свои картинки, переводить их в электронный вид, и вот эта штука не влазит вообще в мой сканер, поэтому мне стало это неудобно. Какая-то, ну вот сейчас, просмотрев, я понимаю, что какой-то прогресс есть, куда-то я продвинулась, но мне еще двигаться и двигаться. Но вот, говорю, классическим ботаническим акварелистом мне, конечно, вообще не быть, можно даже не пытаться. В какой-то момент, говорю, надо просто смириться с какой-то своей природой, не пытаться перепрыгнуть через собственную голову. То есть, да, я могу потратить миллионы часов для того, чтобы научиться такой, вот знаете, академической акварели, но перестать получать удовольствие от рисования, мне кажется, что будет очень грустно, и оно того не стоит. Потому что даже вот в этой технике у меня есть какие-то хорошие моменты, как видите, когда нету сильных деталей, но вполне себе интересненько, акварельненько. В общем, в этом что-то есть. Но мне приятно, что это первый в жизни скетчбук, который я закончила. До этого у меня такого не было. А я хотела еще показать. Вот, видите, как сильно это все раскрылось. Кошмар. Ну, он не особо предназначен, он такой более бытовой, можно так сказать, не для художников. Но он послужил хорошую службу, выполнил свою функцию. И на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока.